Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня, и у нас сегодня рыбный день, а я рыбная душа. Два простейших и вкуснейших рецепта. И сегодня рыба с перловкой, потрясающий рецепт, и рыба по-корейски в сковороде. Посмотрите, какая сочная, красивая рыбка. Ой, просто песня. Поехали! Все очень быстро и просто, как всегда. В чашу измельчителя выкладываю зелень, у меня укроп и петрушечка. Сюда один большой зубок чеснока. Также, друзья, понадобится половинка сладкого красного перца. Сюда же. Ой, как пахнет. Чайную ложечку соли. Примерно 2 столовых ложки оливкового или растительного масла. Мне понадобится сок лимона. Примерно 1 чайная ложка. Сюда выдавливаем. И сюда же 1 чайную ложечку горчицы. Можно в зернах, а можно обычной. Будет вкусно и так, и так. Накрываю, измельчаю. Готово. Вот такая вот кашица получается. Она очень ароматная и вкусная. Берем миску, в которой будет удобно мариновать рыбу. Рыба. У меня вот такой вот порционный хек. Я его помыла, все почистила, все как положено, друзья. Перекладываю в мисочку. Сколько мы, Сережа, сделаем себе? Ой, и тот рецепт вкусный. Все вкусно. 4 штучки. Выкладываю сюда заправку нашу. И хорошо перемешиваю. В каждую рыбешку, в брюшко, также выкладываю маринад. Он очень, друзья, ароматный. И оставим на 30 минут. Для этого рецепта, друзья, понадобится гарнир. И я выбрала перловку. Я ее заранее на несколько часов замочила. Высыпаю в кастрюлю. Наконец-то перловочка. Да, твоя любимая. Заливаю водой холодной, так, чтобы она была в свободном плавании. Ее нужно подварить. Сразу сюда соль, чайную ложечку, и на огонь. Пусть здесь себе варится. А мы быстренько сделаем второй рецепт. Еще проще. Я беру тот же хек и буду сейчас его филировать. Надрезаю у хребта. Проверяю косточки. О, идеально, посмотрите. А со второй, друзья, еще проще. Отрезаю плавники, поддеваю пальчиками отсюда под кость и вынимаю хребет. Все. Какие-то 2 секунды и 2 красивые филешки готовы. Ставьте лайки, друзья, за мою сноровку и мастер-класс. А я сковородку на огонь. Оп. Немножко растительного масла. Сюда же кусочек сливочного, пусть греется. А мы займемся луком. 2 луковицы таких средненьких на полукольца. И вкусно будет. Красота. И ничего не жду, выкладываю в сковороду. Лук немножко присаливаю. Сюда же щепоточку сахара. И красивенько обжариваем до мягкости и легкой румяности. Пошел процесс. За это время 1 крупную морковь натираю на терке по-корейски. Рядышком 1 сладкий перец на красивую соломку. Видал, да? А профи. Это, друзья мои, из-за того, что ножи хорошо наточены. Молодец, Сережка. Следим за луком. Ой, все прекрасно. Когда он стал прозрачным и немножко даже подрумянился, можно добавлять морковь. Снова перемешиваю. И обжариваю несколько минут все вместе, чтобы морковь уменьшилась в объеме. Пока могу подготовить дальше рыбу. Нарезаю на вот такие вот кусочки. Перекладываю назад в тарелку. Немножко присаливаю. Посыпаю белым перцем. Можно и черный, друзья, не принципиально. Ой, что наша морковь здесь? А здесь, друзья, все прекрасно. Она уменьшилась в объеме. Немножко уже приготовилась, можно добавлять перец. Снова перемешиваю. И еще несколько минут все вместе. Овощи должны быть практически готовы, потому что рыбка готовится очень быстро. Смотрим, что у нас здесь, друзья. Овощи хорошо приготовились. Они уже практически готовы. И только сейчас могу добавлять рыбу. Перемешиваю и обжариваю все вместе. Да, друзья, придется постоять возле этого блюда и постоянно перемешивать, чтобы все равномерно
приготовилась. Так, перловка. Ой, прекрасно. Быстренько солью, пусть остывает немножко. Так, Сереж, надо немножко промыть. Совсем чуть-чуть. На кастрюлю, пусть пока отдыхает. Опа, побежали. Слежу за рыбой же, друзья. Ух, видно уже, рыбка начинает проготавливаться. Еще сюда, друзья, пойдет несколько ингредиентов. Давай. По-быстренькому нарежу немножко именно петрушки. Меленько-меленько. А что, петрушки? Ну, мне с рыбой она нравится больше всего. Вот именно петрушка. Аня, да сколько ж можно перемешивать? Все, Сережка, еще раз. Смотри, я вижу, что рыба уже готова. На этом этапе выключаю нагрев. Добавляю 1-2 столовые ложки соевого соуса сюда. Немножко лимонного сока сюда. Когда уже сковорода выключена. Снова перемешиваю. Сколько можно? Да сколько нужно, счастье мое. Зато как вкусно будет. Посыпаю петрушечкой. И даю немножко отдохнуть, конечно же, чтобы все процессы приготовления остановились. И будем вкушать эту вкусноту. Друзья, поверьте, это очень вкусно. И гарнира никакого не нужно. Там есть овощи. А первый рецепт? О, давай, продолжаем. Беру форму. У меня это обычная сковородка. Сережка открутил ручку. Перловка. Выкладываю. Распределяю. Она у меня практически готова. Это видно. На перловку кусочки масла. Граммов 30, 20. Сколько не жалко, друзья. Кашу маслом не испортить. Это точно. Правильно? Она будет очень вкусная. Рыба, которая хорошо замариновалась, выкладываем сверху. А вот так. Туда-сюда, да? Сделаем. Из-за того, что рыба промариновалась в хороших специях, она практически потеряла рыбный вот этот запах, знаешь, морской. И этот маринад тоже сюда, друзья. Как получится. Сюда, на рыбку и на кашку можно, поверьте, он очень вкусный и ароматный. А воды что, не добавляем в кашу? Нет, друзья, воды не нужно. Каша у нас практически готова. Рыба даст свой сок, потому что сверху я еще накрою фольгой. Все, убираю разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Все, 200 градусов. Давай, Сережка, не томи. Через 20 минут открываю духовку. Опа! И убираю фольгу. Аккуратно, горячо. Посмотрите, какая красота. А пахнет как вкусно. Оставлю еще минут на 15, чтобы рыбка подрумянилась. Опа. Друзья, пахнет просто потрясающе. Нет никакого постороннего запаха рыбы. Пахнет специями, овощами. Сейчас покажу вам. Опа. Посмотрите, какая красота. Вот, когда верхушечка немножко подрумянилась. Ой, каша потрясающая. Снова закрываю, выключаю нагрев и даю постоять хотя бы 10-15 минут, чтобы все процессы приготовления остановились. И будем обедать. Кто что? Кто рыбу по-корейски, а кто рыбу с перловкой. Сережка, выбирай. Я и ту попробую. Ну, это мой ответ. Все, друзья, ждем. Аня, мы будем есть сегодня или нет? Будем, Сережка, сейчас будем, достаем. Опа. Посмотрите, какая красота, друзья. Как же это вкусно пахнет. И вот это покажешь заодно. Конечно, я не могла дождаться, когда уже. Вкуснятина такая. Все, друзья, накладываем. Начну с этого красивого блюда. Берем рыбку на тарелку. Берем ложку. Немножко перемешаем. Посмотрите, какая сочная каша получилась. Просто класс. Немножко подмешаю, потому что маслица у нас. И сюда. Аромат стоит просто потрясающий. При том, что абсолютно не пахнет рыбой. Да? Вообще шикарно. Вообще абсолютно не пахнет рыбой. Такое впечатление, что мы что-то такое вкуснючее здесь запекали. Смотрите, какая красота. Класс. Друзья, ставьте лайки. Это такой простой и, поверьте, очень вкусный рецепт. И рыбку по-корейски мне, пожалуйста. Да, я ее перемешаю. Она внизу сочная-сочная. Видно? Видно, видно. Друзья,
Притом эта рыба вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Ну я овощей добавлю. Добавлю, Сережа, все тебе добавлю. И знаешь это еще? шикарно. Последний штрих, друзья, от художника. Опа! Кунжут! Если любите, я люблю. И вот так вот. Красота и вкуснота. Все! Придумал Сережка обедать. А пробовать, друзья, я же хочу показать, как это вкусно. Конечно же, это блюдо можно приготовить и с рисом. И все же, друзья, рекомендую именно с перловкой. Это очень вкусно. Она совершенно не отдает рыбой, поэтому смело готовим. Теперь рыбка. Посмотрите, какая она сочная. Сереж, покажи, пожалуйста. Сочная. Прекрасно приготовилась. И я сейчас беру и тоже. Во. Вкусно. А рыбка по-корейски. Но, друзья, этот рецепт очень долго комментировать не нужно. Я думаю, здесь все понятно. Овощи, пряности, соевый соус, кунжут, зелень. Это просто все вместе. О, как консерва дорогая. Еще кусочек. Во! Ставьте лайки, делитесь своими рецептами. Будем готовить вместе. А мы обедать, потому что, друзья, это так пахнет. Потому что уже сколько времени прошло, а я кушать хочу. Да. Всем мирного неба, свободной, счастливой жизни. И вкусной, простой еды. Благополучия семьи. Это очень вкусно.